Висенте Ромеро живет на Коста-Браво, недалеко от моря, в доме на холме и цветущим садом. Несколько лет назад переехал сюда из Мадрида. Не один. Жену с русским именем Елена привез из Пекина. В доме всегда широко распахнуты двери, в прямом и переносном смысле. Висенте обожает тусовки, посиделки с друзьями, поездки. И вот уже сейчас звонит Ольге Абрамовой, чтобы сказать, что мы встретились. Olga, we are here with your friend Inna. You see her? Ольга, привет! Работает не дома, а в студии. Мы едем туда. Artistas jóvenes Спрашиваю, ты родился, учился, жил в Мадриде. Все художники стараются жить в столице. Почему переехал? necesitan vivir en la capital o en las ciudades grandes. Молодые артисты, а я не молодой, должны жить в столице или больших городах, как Барселона или Валенсия. Там больше возможностей для работы. Это молодым надо. Pero primero que yo ya no soy joven y segundo que un pintor Это во-первых. А во-вторых, я могу рисовать в любом городе. Я живу в маленьком Пуэбло и отправляю работы по всему миру. y sin embargo vendo cuadros en todo el mundo, da igual donde viva, no importa, así que Мне нравится здесь жить рядом с морем. Климат хороший, друзей много, поэтому я здесь и не хочу уезжать. pero me gusta porque tengo el mar, la costa es muy bonita. Говорит, что использует очень много пастели, даже очень много. Но художникам всегда не хватает. Организовал себе двухэтажный стол и вот так расположил. Чтобы меньше места, больше цветов. Entonces, bueno, aquí los tengo organizados. Он ломает на маленькие кусочки по 3-4 цвета, которые идут вместе, рядом. Lo que hago es romper. Использует пастели разных производителей. Pues aquí, estos son marcas distintas. В пастели важно иметь очень много оттенков и цветов. Это не масло, где можно оттенки намешать. В пастели это невозможно. Я использую примерно 450 цветов в работе. И еще очень важно иметь пастель с разной текстурой. У меня есть мягкие и очень твердые, рассыпчатые и жирные. Pues yo tengo como 1500. No las barras. А еще активно пользуются разными карандашами. Тоже большие запасы и разных марок. Считает, что важно все хорошо организовать, чтобы под рукой было то, что нужно. Bueno, aquí no, aquí. Todo esto son repuestos. Pero me gustaba mucho la escultura también. Висенте учился на скульптора, но стал художником. Londres, el British Museum, y vi en vivo las esculturas del Partenón. Ему нравится скульптура тоже, но однажды он посетил Лондон и увидел Парфенон. И его это так впечатлило, греческие скульптуры, что когда вернулся в Мадрид, то перевелся с факультета живописи на факультет скульптуры. Но в итоге стал художником. Decidí ser escultor y cuando entré en Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes, en vez de escoger pintura, escogí escultura. Este, por ejemplo, pero aquí es un poco un caos. Tengo este. ¿Qué número es? Сделал себе вот такую таблицу с номерами пастели, чтобы долго не искать. Все наглядно. Pinto últimamente, estoy en el último año. Он пишет и маслом, и пастелью, но в последние годы, уже года полтора, только пастелью. А было время, когда писал маслом, но как пастелью. Спросила, а когда начал рисовать пастелью? Когда занимался живописью, у меня не было денег. И тогда один мой друг, а жил я тогда в Мадриде, учился в университете. Так вот, этот мой друг сказал, что на площади Майор в Мадриде, где много туристов, он сказал, что там можно рисовать портреты туристов. En la universidad en donde estudié Bellas Artes. Y entonces un amigo mío me dijo que en la Plaza Mayor de Madrid, que es el centro de la ciudad, donde están los turistas y tal, se pueden hacer retratos en la calle a los turistas. Y entonces... А до этого я никогда не рисовал пастели. Ну, купил я пастель, базовый набор, и стал рисовать портреты. И вот у меня впервые появились деньги.
Entonces, bueno, pues entonces yo me compré unos pasteles básicos y empecé a hacer retratos a la gente. Y entonces, claro, empecé por primera vez en mi vida a ganar dinero. Nunca había tenido dinero. Много денег. Ну да, для того времени, да. Я хорошо жил и мало работал. O sea, vivía muy bien y trabajando muy poco. Era genial. Entonces, eso... В общем, все шло так хорошо, что на зиму он переехал на Канарские острова, где много туристов зимой, и снова стал рисовать портреты. Так он и стал работать пастелью и забросил скульптуру. A Canarias, a Tenerife, había muchos turistas y que allí podías... И 7 лет жил между Мадридом и Тенерифе. Así que me tiré pintando al pastel. 27 лет он рисует портреты и маслом, и пастелью. Выбор материала зависит от двух вещей, даже от 3 вещей. Во-первых, от сюжета. Что-то лучше рисовать пастелью. А еще зависит от настроения. Писать маслом или пастелью. Luego depende también del momento en el que me encuentre. Si llevo un tiempo pintando... Иногда начинает писать маслом, а потом меняет на пастель. А еще зависит от клиентов. Кто-то предпочитает масло, а есть галереи, которые хотят пастельные работы. Или клиенты, коллекционеры говорят, что им нужны работы пастелью или маслом. Depende también de los clientes, porque hay galerías que me piden óleos y galerías que me piden pasteles. Ты рисуешь портреты женщин. Почему? А мне нравятся женщины. Eso es verdad. Pero eso es una cosa que te das cuenta. Висенте нравится рисовать портреты мужчин тоже. Он рисует иногда своих друзей. Es que, bueno, a mí, o sea, Но ему нравится рисовать портреты взрослых мужчин. tengo aquí un autorretrato, he pintado otros retratos de hombres, pero И поставить такой драматический свет. no suelen ser jóvenes. Даже на своем автопортрете он выглядит старше. А женщинам такое не проходит. Все хотят быть молодыми и красивыми. No sé cómo decir, me imagino que es normal. Me produce В женские портреты он добавляет какую-то тайну, загадку, придумывает образ к реальному персонажу. misterio, ¿sabes? Las mujeres, como es imposible entender a una mujer, pues entonces pintar una mujer para mí siempre tiene un lado sensual, pero también tiene un lado misterioso que yo... Estos son demasiado fuertes. Висенте рисует в студии по фотографии. Вот так пристроил монитор для удобства. Но фотография только отправная точка для композиции. Картина у него в голове. Pero para mí, o sea, ¿cómo decir? Для меня, как бы это объяснить? Рисуя портрет, я представляю, как приоткрываю дверь и вижу личный мир женщины или девушки. Мне это нравится. Y mirara por una rendija el mundo íntimo de una mujer. Sin que nadie... Представлять женщин с ее внутренним миром. Sorprender a una mujer en un acto íntimo del tipo que sea. ¿Sabes? No posando. Добавляю много элементов, аксессуаров, чтобы передать в работу мое представление. Teniendo una vivencia interior, ¿sabes? Eso es lo que yo pretendo. Y eso creo que con el tiempo lo he ido depurando. А если свой портрет закажет женщина, не такая молодая, красивая, как на всех твоих портретах, немножко полная. Я, конечно, предпочитаю очень красивых. Не будешь брать заказ? Да нет, я все могу сделать. Почему бы нет? Ему очень нравятся мужские портреты со светом немного драматическим. Con luces, digamos,
más dramáticas, sí, un poco estilo Rembrandt, ¿sabes? El autorretrato me lo quieren comprar, pero yo no lo quiero vender. Его автопортрет хотели бы купить, но он не хочет продавать. Это подарок для жены. Висенте очень любит Рембрандта. Именно в его стиле рисует мужские портреты. Но не может писать женские с таким же светом, потому что не видит драматизма в молодых женщинах. Во взрослых мужчинах это уже есть. А еще любит Микеланджело и Веласкеса. Очень их любит. Я считаю, что 17 век – это время подъема живописи. Еще мне нравятся Ван Дейк, Рубенс, Вермеер. В это время появились несколько замечательных художников, но мне особенно нравятся Рембрандт и Веласкес. Pero de todos ellos, los que más me gustan son Rembrandt y Velázquez. Que lo voy a mover todo para... На заставке на компьютере синдики Рембрандта, но не картина, а только освещенная часть скатерти, которой накрыт стол. Говорит, что просто поражен, как это написано. Сигаретный дым остался только на автопортрете, уже бросил курить. И вот такой вакуумный пресс. С помощью него он наклеивает бумагу на пенокартон. И тогда она всегда остается идеально гладкой и чистой. Даже там, где климат влажный и бывают перепады температуры. В апреле должен был поехать в Москву, но карантин помешал. Надеется, что приедет в октябре. У него есть работы с балеринами, но там всегда только одна модель. А в Москве его подруга-художница сказала, что можно арендовать зал с хорошим светом, балеринами и сделать профессиональные фотографии. Конечно, такой возможности у него здесь, в Испании, нет. А потом он вернется домой и будет писать картины. Y entonces hacer pues una sesión de 3-4 horas y tal, de fotos para luego pintar. De más días, en donde Спросила, проводит мастер-классы по всему миру. Русские ученики отличаются? Каждая страна отличается. У меня не очень длинные курсы. Самые сильные студенты в Китае, они сильно отличаются. Филиппины и Тайвань – неплохие ученики. В России тоже все хорошо. В Испании так себе, хуже, чем русские. И только две страны сильно отстают, судя по моему опыту. Италия и Франция. Не знаю почему. Если Италия и Франция это смотрят, вырежи это. Не знают, почему так получается. Может, потому что хотят рисовать как гиперреалисты, как на фото. Ученики копируют фотографии, но он считает, что фотография – это не картина, этого мало. Вы можете это сделать, но зачем? Esto es un cepillo de dientes que lo empecé Вот эту зубную щетку использую уже 40 лет. Вон даже еще еда осталась. ¿Ves cómo está comido de... ¿Te gusta la vida? Mucho. Тебе нравится жизнь, да? Очень. Я гедонист. Eso que llaman una persona hedonista, ¿sabes? Это учение или система ценностей, где удовольствие является высшим благом или смыслом жизни человека. Atea. No creo que haya... А еще я атеист и не верю, что будет жизнь после смерти. No tengo nada que esperar después de morirme,
no me va a ocurrir nada, Значит, мне не надо ждать, когда я умру. una experiencia interesante, se va a terminar todo, así que Надо наслаждаться жизнью прямо сейчас, раз ничего интересного потом не будет. eso ya es. ¿Cómo me veo más bello así o con mascarilla? Chin, chin.